Ребята, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Это самый обсуждаемый смартфон 2022 года, без сомнения. Это так? Nothing Phone 1. Это тот смартфон, который в мире Android-устройств наконец-то привнес что-то новое. Молодцы, заморочились. Карл Пэй, чувак, который создавал OnePlus, создал свою компанию Nothing, и помимо того, что он за 2 года выпустил всего лишь одни наушники, он еще и выпустил телефон. Телефон, про который говорят. Это самое главное. Причем про него говорят как хороший и плохой, потому что количество брака, которое в интернете можно найти касательно этого смартфона, и даже я лично с ним столкнулся, просто зашкаливает. Но это на самом деле все понятно. Когда выходит какой-то хайповый товар, например, Tesla с автопилотом, все говорят: о, автопилот сбивает. Когда выходит какой-то хайповый телефон, и все на него обращают внимание, естественно, на все косяки, которые в нем есть, обращают внимание. Так же, как на новые Samsung и айфоны. Но это все-таки не Samsung и не iPhone. Это смешанное. Знаете, я взял для этого обзора 2 смартфона, которые являются, мне кажется, его мамами и папами. Не знаю, кто из них кто, правда. Это iPhone, в данном случае 13 Pro, с которого точно черпался дизайн Nothing Phone, OnePlus, да, хотел перепутать, оговорка по Фрейду. А также OnePlus Ace. Это тоже смартфон, с которого тоже черпались многие идеи, как мне кажется, для смартфона Nothing Phone 1. Ну и предвкушая ваш вопрос, Филипп, скажи, ну вот этот смартфон, ну вот сзади 900 этих диодов, вообще он хороший или нет? Там что, камера нормальная по производительности? И вообще, как он сам собой? Я скажу, ребята, да, телефон хороший. Но брать его сейчас точно не нужно, потому что он очень сырой. Надо немножко подождать. Терпеливо подождать осени. Я надеюсь, что курс не скакнет куда-то в высоту, и вы за нормальные деньги сможете приобрести, потому что сейчас, честно говоря, дороговато. Дороговато как на Алиэкспрессе, так и у перекупов и так далее. И я с ним походил, и я вам расскажу, как он работает в повседневном режиме, как долго его хватает по аккумулятору. Здесь аккумулятор на 4500 мАч, зарядки нету, но она на 33 Вт. Я вам покажу, как он фотографирует в сравнении с другими смартфонами и конкурентами по цене, да, и ценовой категории, как он снимает видео, как у него трясется фронтальная камера, и как он классно умеет фотографировать людей на основную камеру. Все это вам сегодня покажу. Ну и, конечно же, основные фишки с этими светодиодами, хотя, честно могу сказать, мне хотелось бы, чтобы их было побольше. Я надеюсь, что добавят с обновлениями. Кстати, друзья, я ведь даже протестировал запись звука на этом смартфоне, то есть мы с вами сегодня попадем немножко на небольшой концерт, и вы послушаете, как он звучит в сравнении с OnePlus Ace. И это интересно. Короче, Nothing Phone 1, не чифон. Меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Погнали! Знаете, какая интересная ситуация? Вот многие действительно говорят про этот смартфон, но большинство людей, естественно, вообще ничего о нем не знают. Просто никогда не слышали ни про какой Nothing Phone. Вот мне интересно узнать у вас, друзья, вы до того, как посмотрели этот ролик, до того, как кликнули на него, вы понимали, о чем идет речь? Вы понимали, что это за смартфон? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, знали ли вы, слышали вы про Nothing Phone 1. Я даже не знаю, с чего начать, да, потому что интересно, что там по камерам, интересно вам рассказать, интересно по быстродействию вам рассказать, потому что если посмотреть многие обзоры, на самом деле там, мне кажется, перехваливают. Я не думаю, что там Карл Пэй заносил деньги и так далее, потому что, в принципе, люди просто рассказывают про этот телефон, ну, потому что интересно. Но перехваливают, ну, как бы да. Особенно, знаете, какие-то большие каналы, я не говорю про российские, хотя их тоже имею в виду, мне кажется, что они просто, ну, например, не держали в руках OnePlus Ace или не держали в руках Realme GT Neo 3. Те смартфоны, которые за 22, за 25 тысяч рублей на Алиэкспрессе в лучшие времена дают просто фантастические результаты в 700-800 тысяч баллов в Antutu, крутой отклик, 766-й сенсор Sony, такой же, как здесь стоит. Да, у них сзади ничего не светится, но они работают просто фантастически круто на эти деньги. И мне кажется, что вот часть этих каналов не держали эти смартфоны, потому что они так восторгаются этим, так восторгаются его виброоткликом и так далее, хотя на самом деле тут виброотклик ровно такой же, как на OnePlus Ace, даже похуже. Он такой, знаете, как будто бы в нем не хватает немножко глубины. Да, тут постукивает, но не так стучит, как в том же Ace. Я уж не говорю про флагманы. Лучше вибро, на мой взгляд, это OnePlus 10 Pro и Xiaomi 12 Pro. Там прям вообще очень классно. А тут, ну, как бы постукивание. Хотя во многих обзорах говорят: о, офигенное постукивание. Да не офигенное, нормальное, хорошее, обычное. Как у Realme GT Neo 3 и как OnePlus Ace, даже похуже. Мне вообще, знаете, сложно сейчас записывать ролик, потому что, с одной стороны, мне хочется вам рассказать хорошие вещи про этот смартфон, а с другой стороны, ну, когда вот все, знаете, хвалят, хочется как бы залить ложки дегтя, потому что она здесь есть. Но при этом не хочется, знаете, превращаться и в какого-то хейтера, типа, вот, решил хайпануть и похейтить на новом смартфоне. Но ведь он хороший, потому что Карл Пэй привнес что-то новое в дизайн, в новое понимание того, как может выглядеть смартфон, как он может выделяться на фоне всех остальных. Это правильное решение. Карл Пэй молодец, заморочился, сделал. И, конечно же, всем этим очень сильно привлек людей. Как я уже говорил, телефон, ну, крайне сильно похож на
iPhone. В данном случае iPhone 13 Pro. Ровно такие же грани, только на OnePlus матовый, а на iPhone глянцевый. И матовый, кстати, это хорошо. Ровно такие же кнопочки включения, громкости, но вот только здесь нету переключения режимов громкости. Хотя наверняка Карл Пэй так хотел его сюда воткнуть, потому что ведь именно он в OnePlus его перенес из iPhone. Собственно, как этого переключателя нету и на OnePlus Ace. Вообще, знаете, если нужно сделать какое-то сравнение с OnePlus Ace, например, или с Realme GT Neo 3, или, может быть, еще с каким-то другим смартфоном, от Xiaomi, например, может быть, Poco X4 GT, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Удобно ли лежит смартфон в руке? Ну, во-первых, он большой, хотя не такой большой на самом деле, как Ace. Ace здоровее. Но вот эти рубленые грани, знаете, одни люди говорят, что это классно, другие говорят, что не классно. Мне больше нравится, когда есть хоть какая-то фазочка, хоть какой-то скос, хоть какое-то более мягкое ощущение в руке, потому что все-таки, жестковато. Мне не очень нравится. Конечно же, я надел бы сюда чехол. Чехла в комплекте нет, надо его заказывать в каком-нибудь AliExpress и так далее. И вот мне как iPhone в руках не очень нравился, также и Nothing не очень нравится. Давайте я буду говорить ничифон, не знаю, или еще как-то. Кстати, может быть, у вас какое-то есть свое название ничифона, напишите в комментах. Но вообще выглядит прикольно, достойно, да, вот эта идея создать iPhone на андроиде, она, грубо говоря, прошла первую проверку. Молодцы. Карл Пэй даже сделал ровно такие же рамки широкие, как и на айфоне. Не знаю, сделано это специально или нет, но выглядит как будто бы специально. Хорошо, что он сюда хотя бы челку не запилил. Ну вот смотришь прямо, вот ровно брат-близнец. Правда, iPhone потяжелее, здесь у нас 193 грамма веса и толщина 8,3 мм. Толстоват в сравнении с айфоном. Конечно же, большую роль в этом смартфоне играют материалы, потому что у нас по бокам алюминий, а сзади стекло, Corning Gorilla Glass 5 поколения, и спереди. И, соответственно, вот эта история с диодами очень хорошо работает, так как у нас здесь стекло. Потому что если бы здесь был пластик, он бы со временем, и причем это произошло бы достаточно быстро, затерся. И через месяц это бы стекло выглядело крайне плохо. Поэтому здесь стекло, закаленное Corning Gorilla Glass 5 поколения. И еще хорошо, что спереди у нас есть пленочка, она наклеена с завода. Что самое интересное, Вилсаком в рассказе про этот смартфон взял и снял эту пленку. Кстати, может быть, он это сделал и не зря, потому что олеофобное покрытие на этой пленке, не сказать, что самое лучшее. То есть оно как бы окей, но не лучшее. Да, и, кстати, сканер отпечатка пальцев не лучший точно. То есть OnePlus Ace, он работает гораздо быстрее. На Nothing, на ничифоне, все-таки это, знаете, какой-то, небольшой такой есть тормоз. А что касается разблокировки по лицу, знаете что? Она как бы есть, и ее как бы нет. Потому что мне ее не удалось настроить. То есть сколько бы я ни помещал свое лицо в рамку для сканирования лица, ничего не происходит. Он просто отказывается меня видеть и просто не хочет никаким образом фиксировать мое лицо. Поэтому разблокировка по лицу не сработала, причем сюда уже прилетело обновление, оно никаким образом это не пофиксило. Но я как бы с пониманием отношусь к этой ситуации. Еще раз скажу, что компания новая, вышла совсем недавно. Конечно же, у них было очень много инженеров, которые все это тестировали, но, видимо, не дотестировали. Уверен, что у кого-то она работает или работает лучше. Кстати, прикольно, что в этом смартфоне можно записывать разговоры. Кстати, этот смартфон можно поставить, собственно, как и OnePlus Ace и как iPhone. Согласитесь, хорошо, когда стоит. Офигенная шутка, да? Девчонкам не понять. Хотя... Ладно. Кстати, за этот смартфон я хочу сказать моему товарищу Сашке с канала «Пользы нет». У него вообще классный телеграм-канал, в котором более 60 тысяч подписчиков. И если вы хотите по современному курсу за классные деньги купить на Алиэкспрессе хорошие телефоны, в том числе и, кстати, Nothing Phone, я вам рекомендую подписаться на его канал, или просто хотя бы зайти и посмотреть. Я внизу оставляю ссылку, переходите, зацените. Прямо очень много классных предложений. Ежедневно постов по 10 Саша постит полезной информации. Так что welcome. И вот у Саши вообще, когда он в первый раз запускал этот смартфон, он не запустился. То есть ему пришлось заходить в инженерное меню, что-то там перезагружать и так далее. Я думаю, что большинство людей как бы не хотели бы сталкиваться с этой ситуацией. А у кого-то, кстати, сзади отклеиваются диоды. В смысле, диоды не с крышки отклеиваются, потому что они находятся там внутри. Но вот где-то там клей немножечко отсох, и в итоге диоды отваливаются. И знаете, кстати, интересный момент. Если включить эти диоды на максимум, то видна какая-то желтая окантовка вокруг этих диодов. Что это такое, не знаю. Вполне возможно, это клей. И я постараюсь сейчас вам это передать на камеру. Надеюсь, что вы увидите. И, возможно, кто-то из вас даже знает, как это работает и что это за странные желтоватые пятна. Я бы сказал так. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы в курсе. Напомню, что у нас здесь 900 диодов, и, кстати, они практически никак не влияют на энергопотребление. То есть диод на самом деле настолько удобная вещь, что она может светиться, может не светиться, и все хорошо. Кстати, здесь ведь есть защита, правда, от дождя, только это IP53. По большому счету, в этом сегменте только у одного смартфона есть, у одной компании есть влагозащита. Это Samsung Galaxy A53, влагозащита, Galaxy A73 вроде
вроде бы, и не помню, 33. Ну, короче, влагозащита есть, они молодцы. Здесь, ну, просто от брызг и пыли. И, конечно же, еще раз скажу, купите себе чехол. Разобьете, блин, столько проблем у вас будет, вообще беда. Есть вопросы, знаете, и по экрану, потому что он, ну, как бы, с одной стороны, он яркий, хороший, это OLED-экран, 120 Гц, HDR10+, 1 миллиард цветов, все это вы знаете. Диагональ у него 6,55 дюймов, в целом себе тоже хорошая диагональ, но вот цветопередача, честно говоря, мне не нравится. Причем я заходил на сайт GSM Arena, и там сказано, что очень классная цветопередача. А по мне, я бы сказал, что он очень теплый. То есть мне даже приходится заходить в настройки, выставлять самую крайнюю позицию, чтобы делать экран максимально холодным, и все равно он не дает того, как бы, светло-бело-голубого цвета, кристально-белого, который мне хотелось бы. То есть вот мы сейчас смотрим на OnePlus Ace и на Nothing, и я бы сказал, что OnePlus Ace дает более чистый белый цвет, и мне это нравится. Это с учетом того, что я в OnePlus вообще ничего не настраивал, а здесь я цветовую гамму полностью убрал в холодный цвет. То есть для большинства людей, которые будут в обычном режиме использовать этот смартфон, будет экран прямо теплый. Я на него, когда первый раз смотрел, думаю, что ж ты такой желтоватый, что ж ты такой теплый. Мне, честно говоря, это не очень нравится. Разрешение здесь Full HD+, 402 точки на дюйм, тут все хорошо. По яркости 460 нит примерно в режиме ручном, порядка 600 с лишним нит в автоматическом режиме. Что касается шима, он здесь неплохо реализован. То есть я бы сказал так, это один из самых нешимных дисплеев, которые есть на рынке по технологии AMOLED. Точнее так, OLED, да, это у нас OLED. Но он, конечно же, есть. И антишима тут никакого нет, либо он встроен уже в саму систему. Значит, смотрите, внутри у нас ровно такая же система, как на пикселях. То есть это голый Android. Хорошо это или плохо? Ну, давайте я вам сейчас просто покажу уровень быстродействия. Я возьму сейчас, сначала позапускаю приложение с iPhone, а потом позапускаю приложение с OnePlus. И вы увидите, в чем же у нас есть разница. В целом, я бы сказал так, примерно неплохо. Мне, конечно, кажется, что iPhone каждый раз стартует чуть-чуть быстрее. Вы видите, да, анимация происходит гораздо быстрее, когда я нажимаю на экран. Но потом загружаются приложения примерно одинаково, что на iPhone, что на Nothing. Кстати, друзья, если хотите приобрести этот смартфон, понятное дело, что он есть не всегда в наличии, но все равно обращайтесь к моим друзьям от компании Цифрус. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. И понятное дело, что помимо этого смартфона вы также можете купить там и Realme GT Neo 3, он тоже периодически то есть, то нет. OnePlus Ace и прочие смартфоны, топчики за хорошие деньги, так что ссылочка будет внизу. Кстати, если по этой ссылке перейдете, сделайте покупку, вам будет подарок, так что welcome. Кстати, перед тем, как мне запустить все приложения, мне же нужно их выкинуть все из памяти, и вот здесь, вот в этом голом андроиде нет вот этой кнопки удалить все из памяти. Когда у всех нормальных смартфонов она есть, Samsung, Xiaomi, Realme и все остальные, у всех в системе она есть, здесь этого нету. Точно так же, как в пикселях, точно так же, как в айфонах. Соответственно, тебе надо перелистывать до конца все приложения, чтобы их удалять. Блин, ну камон, ну что это за колхоз-то такой старинный? Но так или иначе, по скорости запуска приложений в целом все хорошо. По работе самой системы тоже в целом все хорошо. Она достаточно плавная, практически везде отрабатывает 120 Гц, хотя зачастую все-таки есть небольшие фризы. Но я бы сказал, что, думаю, это попилится обновлениями. В целом работает ладненько. И сама анимация неплохо отрисовывается, и прямо чувствуется, над ней поработали, то есть нет каких-то рывков, работает замечательно. При том, что здесь тач не очень быстрый, это 240 Гц, но мне нравится взаимодействие с этим смартфоном. Но есть, конечно же, несколько но. Первое. Процессор, который здесь стоит, называется Snapdragon 778G+. И вроде как Snapdragon его специально адаптировала для Nothing. Ну, в целом это логично. В AnTuTu он выдает порядка 600 тысяч баллов в AnTuTu. Это меньше, чем у конкурентов, у того же самого OnePlus Ace или у Realme GT Neo 3. С учетом того, кстати, что они стоят дешевле. Значит, смотрите, что я намерил. 586 тысяч баллов, нагрев до 35 градусов. Нагрев очень хороший. И самое главное, падение в 3% аккумулятора. Это очень хороший результат. 3% это прямо мало. То есть под нагрузкой смартфон работает хорошо. Но, знаете, здесь есть небольшой такой фокус. Дело в том, что смартфон очень быстро сбрасывает нагрузку. Это то, что называется тротлинг. И здесь, наверное, один из самых худших тротлинг графиков, которые я видел за последнее время. Потому что спустя примерно, наверное, 4-5 минут у нас производительность теряется на 30%. То есть, видимо, для того, чтобы смартфон лишний раз не перенагревался, не перенапрягался, здесь просто производительность убирают. Поэтому 318 тысяч баллов это максимально, но средний получается 245. И опять же, если посмотреть на OnePlus Ace, здесь 357 тысяч максимум и 327 средняя, а здесь 245 тысяч. То есть количество производительности, который выдает этот смартфон, гораздо меньше, чем OnePlus Ace или Realme GT Neo 3. Понятное дело, что, скорее всего, этот смартфон не будут брать для того, чтобы в него играть, потому что здесь есть светодиоды, они светятся. Да, это очень смешно.
и есть неплохая камера Sony IMX766, и это как бы решает все вопросы. Но все-таки, да, надо помнить, что этот смартфон имеет небольшие пробелы по производительности. Конечно же, Call of Duty запускаете, играете, пожалуйста. Конечно же, можно запускать Genshin Impact. Опять же, правда, есть информация о том, что он из Genshin Impact в какой-то момент просто вылетает. Сашка вот тестировал, с пользой нет. На 38-й минуте в Genshin Impact у него все вылетело. Ну вот как бы вот такая вот история. Но я думаю, что это вопрос оптимизации, наверняка допилят. Кстати, тут ведь есть Always On Display, который работает неплохо и прикольно отображает информацию. Но есть косяк, потому что если мы будем использовать английский шрифт, у нас будет фирменный Nothing Phone шрифт. А когда мы переключаемся на русский язык, естественно, вначале мы это делаем, то у нас включается просто обычный русский язык. И это выглядит странно, когда у нас надпись на телефоне состоит из двух языков, и это фирменный английский, состоящий из вот этих кружочков, и обычный русский. Опять же, такой небольшой колхоз. Мне кажется, Карл Пэй мог бы напрячь там ребят, чтобы они перерисовали шрифты, и чтобы русский был такой же, как и английский. В общем, еще один косячок. Возможно, его опять же исправят. По крайней мере, это просто один день работы и все. Кстати, быстрой работе системе помогает быстрая начинка. Здесь топовая память LPDDR5. Есть версия на 8 гигов памяти 128, и есть версия на 12256. И еще накопитель здесь тоже быстрый, UFS 3.1. То есть с точки зрения технической начинки здесь в этом все в порядке. И так как у нас здесь карточки памяти нет, лучше, конечно же, брать версию на 256. Не сейчас, да, вот когда немножко поуляжется весь этот ажиотаж вокруг смартфона, и тогда можно будет взять версию. Кстати, уже появилась информация о том, что готовят следующий. Точнее так, то, что готовят, это понятно. Появилась информация о том, что готовят, и вроде как сзади теперь прозрачной спинки не будет. Да я не знаю, что сказать. По сути, это единственная вещь, за которой этот смартфон люди покупали и заинтересовались, помимо, конечно же, Карл Пэй и так далее. Но я надеюсь, что это просто будет какая-то такая промежуточная версия. Типа для людей, которым не надо, чтобы тут что-то светило. Кстати, что касается этих светодиодов. Значит, смотрите, я вам сейчас показываю различные анимации, которые здесь есть. Мне еще очень нравится, что здесь есть специальные свои звуки. Это мне очень сильно напоминает фильм... Как же называется? Фильм «Трон». Да, фильм «Трон». Очень прикольно. Мне нравятся вот эти металлические пластмассово-компьютерные звуки. Прикольные. Мне прямо нравится. Реклама телефона. Я бы, в принципе, хотел бы иметь вот такой пак звуков и использовать их постоянно для того, чтобы устанавливать на свои смартфоны. Потому что обычно на эти китайские смартфоны там такой звук, там такие эти мелодии, такие рингтоны, просто ужас. Здесь все прикольно, стилево, хорошо. Плюс можно сделать так, чтобы на каждый контакт установить свой вариант звоночка и, соответственно, светоотражение. В общем, это все прикольно. Но знаете, чего мне не хватает? Я бы сказал, что на самом деле этого немножко мало. И я хотел бы всем людям, которые смотрят на меня, показывать, что у меня крутой телефон, Nothing, которого у них нету и никогда не будет. Я хотел бы, когда я иду разговаривать, чтобы у меня пульсировал смартфон. Чтобы вот эти светодиоды показывали, что я не такой, как все, что у меня телефон какой-то офигенный. Я хотел бы, чтобы добавили побольше анимаций. Уважаемый Карл Пэй, пожалуйста, если ты сейчас смотришь, сделай, дай, пожалуйста, возможность, чтобы больше вот это все дело светилось. То есть, если не надо, можно выключить, а если надо, включить. Мне хотелось бы, чтобы вот эта пульсирующая анимация, вот, например, когда ты сверху кладешь наушники, ведь у нас здесь есть беспроводная зарядка, вот возникает такая прикольная анимация. Я хочу, чтобы она работала, когда я разговариваю по телефону, чтобы все видели, что, у меня крутой аппарат. Пожалуйста, сделайте, очень прошу. Вот, короче, эта штука прикольная, мне нравятся эти светодиоды, собственно, они понравились всем остальным. Безусловно, это главная фишка дизайна этого смартфона. Также, кстати, можно организовать себе еще всякие разные чехлы на Алиэкспрессе, которые похоже работают, но, конечно же, они работают не так классно. И еще, если включить эти светодиоды, можно смело увидеть, что все это сильно очень похоже на яблочко. Да, яблочко, наверное, от компании Apple. Или, может быть, я притягиваю за уши, а может быть, вы считаете, что это не яблочко, а какой-то уникальный дизайн. Я с удовольствием с вами обсужу это в комментариях. Значит, NFC есть, можно установить в приложении MirPay и расплачиваться. Bluetooth версии 5.2 есть. Снизу у нас USB Type-C второго поколения, не быстрый. Стереодинамики у нас есть, они работают, не супер работают, потому что у нас больше всего звука идет снизу и меньше звука идет сверху. Поэтому, когда вы смотрите вот так вот видосик, то вы слышите определенный перекос. В принципе, такая ситуация у большинства смартфонов, у которых вот такой неполноценный стереозвук. Но зато хорошо, что динамик находится в верхней части, поэтому, когда ты берешь вот так смартфон в руки, смотришь киношку или играешь, то ты на него не попадаешь и не зажигаешь
зажимаешь его, но при этом верхний динамик все-таки ты немножко задеваешь. Поэтому перекос еще больше идет на нижнюю сторону. Вообще, друзья, фишечек в нем в целом нормальное количество, поэтому если нужно сделать видео с фишками этого смартфона, грубо говоря, рассказать, чем же он действительно отличается от всех остальных телефонов, помимо того, что его можно вот так поставить, и помимо того, что там операционная система голый Android и так далее, напишите в комментариях, я заморочусь тогда и сделаю видео про эти фишки. Грубо говоря, такое познавательное видео. Смартфона у вас этого не будет, зато будете знать, чем отличается от остальных. Кстати, знаете, к системе у меня еще есть такой вопрос. Здесь мало родных приложений. То есть, например, галерея используется родная Google фотогалерея. Это как будто бы неплохо, потому что мне она нравится. Но с другой стороны, я хотел бы иметь галерею родную, потому что это смартфон, который как раз таки должен отличаться от других телефонов тем, что у него есть какие-то нестандартные вещи. У него прикольная анимация, прикольно выглядит дисплей, когда смартфон выключен и происходит зарядка. Вот всякие такие моменты, они сделаны здорово. С другой стороны, Карл Пэй сказал такую штуку. Типа, если у Google есть прикольные приложения, зачем нам делать их повторения? Пускай мы будем их использовать. Ну вот, честно говоря, когда у смартфона нету родного приложения галереи, меня это немножко настораживает. Ну так вот, если зайти в эту самую галерею и зайти в раздел скриншоты, я вам покажу, как у меня смартфон прожил эти дни. Смотрите, 3 дня я с ним ходил. Первый день 4 часа 307 минут работы экрана. В целом неплохо. Единственное, знаете, верхний график выглядит очень странно, потому что он не показывает полностью заряд от 100 до 0. Он показывает какую-то часть, это какая-то дичь. Но был и такой вариант. Смотрите, у меня остается 17% и 2 часа 50 минут. То есть смартфон в целом проработал 3 часа с лишним экрана. Маловато. Но при этом был и неплохой вариант. Смотрите, 5% остается и 5 часов 6 минут работы экрана. Значит, смотрите, тут такая штука. Обычно такие графики показывают флагманы, у которых там Snapdragon 8 Gen 1 и так далее. А здесь такой график показывает середнячок. Но знаете, какая важная вещь? OnePlus Ace, кстати, тоже не сильно отличается в хорошем смысле слова по энергопотреблению. Я помню, вот Realme были очень хорошими. Особенно серия Realme 9 Pro и так далее. Вот там прям выдавала хорошо, там 6 часов экрана, 7 часов экрана. Середняки, так как процессор стал все-таки достаточно мощным, выдают теперь порядка 4, 5, 6 часов работы экрана. В целом большинству людей на день этого хватает, а это, собственно, главная задача у смартфона, чтобы он не умер к вечеру. Так что аккумулятор свою задачу выполняет, но хотелось бы, чтобы он работал дольше. Ну и давайте теперь по камерам. Значит, я вам сейчас покажу небольшое сравнение с OnePlus Ace. Но если вам нужно сделать большое сравнение, запилить, то напишите в комментариях, с чем сравнить. Можно, например, сравнить с Galaxy A53, можно сравнить с Realme GT Neo 3, можно сравнить с чем-то более взрослым, например, с Samsung или Pixel или еще чем-то. Я сравнил с OnePlus Ace по одной простой причине. Потому что они более-менее близки по своим ценам, потому что они более-менее близки по своему процессору, и у них одинаковый сенсор IMX766 от компании Sony с оптической стабилизацией. Ну, как бы грех их не сравнить. Но начну я, на самом деле, с фронтальной камеры. Посмотрите сейчас вот на это видео. Оно говорит о том, что у нас на смартфоне Nothing какая-то проблема со стабилизацией. Ну, грубо говоря, ее как бы маловато, либо ее вообще нет. То есть стабилизации в ней не хватает. Когда ты идешь, у тебя, в принципе, все немножко трясется. Это не очень хорошо. У мужика, собственно, как у девушки, ничего не должно трястись, когда ты идешь. Да и что касается фотографий на фронтальную камеру, не могу сказать, что они как-то сильно меня удивили. Я бы даже сказал больше. Они меня загрустили. Да. Фронтальная камера у нас здесь на 16 мегапикселей, апертура 1.6, грустноватая, не лучше, это точно. Ну а что касается основной камеры, 50 мегапикселей у нас основная камера IMX766, и еще на 50 мегапикселей у нас сверхширокоугольная камера. За сверхширик у нас отвечает камера Samsung JN1. Тут на самом деле, знаете, можно сказать, что это хорошее, потому что перебирая снимки, которые я сделал, фотографии, я могу сказать, что в каких-то ситуациях Nothing делает прям очень прикольные фотографии. И вот вы, например, сейчас видите фотографию Алены, и здесь очевидно, что лучше получились на Nothing, прямо гораздо лучше. Но при этом тут же мы делаем фотографию примерно в тех же самых условиях, и уже OnePlus делает лучше фотографию. И вот посмотрев несколько разных фоток, ты получаешь некий рандом. То у нас Nothing поинтереснее делает фото, то OnePlus делает поинтереснее фото. Кстати, вспомнил такую штуку. Когда ты делаешь фотографию, он немножечко задумывается. То есть ты нажал кнопку спуска, он еще какую-то часть времени подумал и только после этого сфотографировал. Что касается темноты, то OnePlus, честно говоря, меня тут немножко опечалил, потому что очень сильно уж засвечивает он часть объектов. Причем, опять же, рандомно. То у тебя объект прямо очень сильно засвечен, и OnePlus этим ничего не делает, даже в ночном режиме, то получаются хорошие фотографии. И то у нас детализация чуть больше на Nothing, то у нас детализация чуть больше на OnePlus. Поэтому смартфоны примерно одинаково, я бы сказал, фотографируют, но все-таки я бы отдал небольшое предпочтение Nothing. Знаете почему? Потому что когда ты делаешь фотографию, он уже пытается обработать и показать, как будет фотография выглядеть после компьютерной обработки. То есть
тут же включается HDR, тут же он пытается затемнить все светлые объекты, и у нас фотка получается примерно той, которую мы видим. На OnePlus у тебя на экране одно, а потом после обработки получается другая фотография. То есть я могу с уверенностью вам сказать, что фронтальная камера здесь хуже, чем на OnePlus, но вот основная камера и сверхширокоугольная камера, она, наверное, в основном получше, чем на OnePlus. Но еще раз вам хочу сказать, это был такой примерный взгляд на фото. Если вы хотите большое сравнение, напишите об этом в комментариях. А сейчас я вам покажу, как же звучат эти два смартфона. Ну, честно говоря, запись звука с концерта так себе, какое-то немножечко такое булькающее звучание, хреновое. Но еще раз скажу, думаю, что большинство людей не часто записывают концерты, без этого можно пережить, а вот фотки получаются на основную камеру неплохие. Ну, друзья, в целом, что можно сказать? Ну, по ценам вы знаете, да, сейчас можно его приобрести тысяч за 40-50. Можно на Алиэкспрессе посмотреть, можно посмотреть на Авито, цены примерно такие. Через какое-то время, безусловно, ажиотаж спадет, и можно будет купить этот смартфон уже, наверное, за 30-очку, а может быть даже и дешевле. Стоит ли этот смартфон своих денег? Я думаю, что да. Да, наверняка вы получите удовольствие от этого телефона. Конечно, вы, скорее всего, столкнетесь с какими-то вот моментами, которые мне тоже не понравились, но в целом я могу сказать, что телефон оставляет хорошее впечатление. Приятный телефон, приятный дизайн, есть прикольные фишечки, прикольные находки, камера неплохая по сравнению с конкурентами, работает так чутенько, замечательно, есть хорошая вибра и так далее, и так далее. Да, не очень быстрая зарядка, которая заряжает смартфон примерно за 1,5 часа, и, кстати, зарядки в комплекте у нас нету. Да, у нас особо нет никакой влагозащиты, и не очень хотелось бы разбивать этот смартфон, потому что чинить его тоже будет проблематично. Но в целом, яркое, приятное устройство, если его еще доработают, а, конечно же, будут какие-то апдейты прилетать, то я думаю, что он будет становиться все лучше и лучше. Вот что я думаю. Напомню, что если хотите приобрести Nothing или другие смартфоны, а Nothing совсем скоро появится у моих друзей компании Цифрус, внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Собственно, на этом все, друзья. Я продолжаю тестировать этот телефон, сделаю еще несколько видосов, думаю, что будет интересно. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Внизу будет и Дзен, и Телеграм, и все остальное. Давайте будем ВКонтакте. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не болейте, всем счастливо и пока.